Всем привет! Сегодня будем делать плетеную ручку для сумки. Предварительно нужно пряжу хорошенько растянуть. Затем кончик нити завязываем. Стол шириной 70 сантиметров. Обворачиваю нитку вокруг стола 17 раз, чтобы и сверху стола, и под столом у нас было по 17 полосок. В конце ниточку отрезаем и кончик нити привязываем с той же стороны, где у нас был начальный кончик нити. Готово. Теперь берем новую пряжу, отмеряем 4,5 метра. Ниточку хорошенько растягиваем, продеваем под ручкой ровно посередине и завязываем. Опускаем на высоту от верха 25 сантиметров. Делаем узелок. Начинаем плести ручку. Берем левую нитку, кладем ее над ручкой. Правую нитку кладем над левой ниткой и затем продеваем под ручкой и в петлю с левой стороны. Теперь нам нужно потянуть с двух сторон, и у нас будет готов первый узелок. Теперь для следующего узелка используем правую ниточку. Смотрим, нитка переходит направо, значит правая сторона сверху. Левая нитка сначала над правой, а затем под ручку и в петлю с правой стороны. Вытягиваем кончики, тянем в разные стороны и завязываем следующий узелок. Теперь смотрим, петелька переходит на левую сторону, значит левая ниточка сверху, правая внизу. Заводим правую под ручку и внутрь левой петли. И завязываем следующий узелок, вручную его подтягиваем. Теперь мы видим, что у нас петелька переходит на правую сторону, значит правая нитка сверху, а левая внизу. Левую нитку продеваем под ручку и в правую петлю. Когда мы затягиваем узел, вначале затягиваем ту нитку, которая была у нас за ручкой, затем ту, которую перед ручкой. И затягиваем узел не слишком туго. Продолжаем плетение. Смотрим, теперь у нас левая нитка сверху, правая внизу. Итак, мы продолжаем плести. У нас должно получиться по 30 узелков с каждой стороны. Потом мы с вами посчитаем.
Итак, готово. Если посчитать по количеству узелков, то у нас должно быть по 30 штук с каждой стороны. Теперь нам нужно спрятать кончики нити. Берем тонкий крючок, вводим его через несколько узелков и через всю толщину ручки и поднимаем кончик нити наверх. Так делаем с одной и с другой стороны, и затем кончики нити нужно отрезать. Теперь делаем вторую ручку. Готовую ручку перетягиваем, чтобы она оказалась под столом. И делаем вторую ручку точно так же, как первую. Теперь у нас обе ручки готовы. Отрезаем ниточки. Сначала снизу, затем сверху. И у нас получается две готовые ручки. Вот такие ручки у нас получились. Теперь нам нужно привязать их к сумке. Берем первую ручку, смотрим, где у нас был узелок. Прикладываем узелком к сумке так, чтобы узелка не было видно снаружи. Вот так примерно у нас будет располагаться ручка на сумке. Берем тонкий крючок, отсчитываем от края 4 петли, продеваем крючок в отверстие на уровне второго ряда, берем ниточку с краю, любую ниточку, и заводим на изнаночную сторону. Отступаем 2 петли вовнутрь, берем вторую ниточку и тоже заводим вовнутрь. Теперь у нас 2 нитки внутри. Можно сделать узелок. Теперь крест-накрест выводим эти ниточки наружу на уровне первого ряда. Теперь вводим крючок между первым и вторым узелками, захватываем ниточку, вытягиваем ее поверх ручки и с другой стороны вторую ниточку точно так же. Обворачиваем ручку сверху и теперь заводим нитки вовнутрь сумки. Завяжите кончики нитей и спрячьте их в последнем ряду. Для того, чтобы пришить вторую ручку, точно так же отсчитайте от левого края 4 петли, приложите ручку и привяжите ее к сумке. Теперь привязываем вторую ручку с противоположной стороны сумки.
Приложите ручку, отсчитайте 4 петельки от края и точно так же с другой стороны. Итак, мы закончили, привязали обе ручки и теперь осталось отрезать только кисточки. Длина кисточек примерно совпадает с высотой сумки. Мы закончили, сделали ручки. Вот такой красивый и несложный аксессуар может украсить любую сумочку. Если вы хотите научиться вязать такую сумку, следите за моими публикациями. В ближайшее время выйдет видео-мастер-класс по вязанию этой сумочки. А я желаю вам приятного вязания. Делитесь вашими работами в инстаграме. До новых встреч!